Так, из кубиков делаем на какую-то прикольную штуку. Ой, привет, ребят. Короче, Asus Zen Wi-Fi. Вот такие вот у нас mesh-системы. Это BT8, это BT10. Казалось бы, одинаковые, они по портам одинаковые, но это на распаковках увидите. Казалось бы, одинаковые, однако не тут-то было. 10 гигабит и 2,5 гигабита. И это еще не все. Wi-Fi 7, 320 МГц в 6 ГГц диапазоне. Поддержка мультилинка. Они сами между собой подключаются через мультилинк. Извините меня, но это очень классный вариант. Это два разных комплекта, но просто этот мы не будем тестировать, потому что мы тестируем максимально на десятке. И здесь у нас Wi-Fi 7 с коннектом 5,7 гигабит. Канальной скорости, фактическую скорость мы получали в пике там больше 5, но в среднем 3,5-3,6 гигабит на секундочку. По Wi-Fi, да, на модуле Intel BE200, на процессоре Intel Core i9 14900. Но вы должны понимать, что это работает. Получить максимальной скорости здесь можно. Здесь чистая десятка, мы ее тоже проверили. И каждая из этих вот башенок может, ну не каждая, каждый комплект может покрыть 550 квадратных метров. Конечно же, это mesh-система. Для нас была целая проблема протестировать покрытие этих роутеров, потому что одна вот такая вот башня нашу 160-квадратную студию, 160 квадратных метров, покрывала полностью. И мы сколько ни пытались там чего-то найти, чего-то сделать, это был просто трэш. Мы ходили из угла в угол, и я говорю, а как, ну что мы покажем ребятам? И они же скажут, вы врете, короче. А по факту, да, действительно покрывает, так покрывает. Еще и между собой в МЛО сконнектились и обеспечивают какую-то максимальную скорость. Для меня это прикольно. 2-гигагерцовый 4-ядерный процессор с нормальной памятью, с USB-шечкой 3. Давайте так. Я цену не буду сейчас называть, потому что вы ее пойдете посмотрите сами. Цена не мала. Цена не мала, однако есть за что платить. Мы с вами сделаем по-другому. Сейчас идем распаковываем. И перед этим подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Потом переходим, тестируем и делаем выводы. Перешли. Asus BT8, Asus Zen Wi-Fi BT10. 10-гиговый, 2,5 гиговый. Одинаковые абсолютно, поэтому вот конкретно я их показываю в одном обзоре, нет смысла. Распаковка как таковая, тут показывать нечего. Смотрите, в комплекте два блока питания по 36 Вт с вот такими вот сменными вилками. Видите? То есть это отлично. Cat6 кабель под 10 гигов. В этом вот все то же самое. Все то же самое. Хорошо. Теперь на самих mesh системах 10-гиговый LAN, 10-гиговый WAN. При этом здесь Double WAN есть. У нас есть USB 3.0. За это огромное спасибо. Абсолютно два одинаковых. Два 10-гиговых. Посмотрите, везде у нас диффузорчики. Диффузорчики охлаждения. Все красивенько. Все четко. Все красиво. Действительно. Так, теперь 2,5 гигабитная версия. То же самое. USB 3, 2.5 LAN, 2.5 WAN, ну только здесь 3 LAN с одним WAN, 2,5 гигабитным. Разница только в WAN 10 гигабит и 2,5. В WAN? Да, в WAN. То есть абсолютно они одинаковые, даже все вот эти вот эмблемки одинаковые, диффузоры, приложения можно скачать, все абсолютно одинаково. Давайте уже будем подключать и тестировать, хочется прям вот эту старшую версию тестануть, трехдиапазонная, вы же учтите. Все, переходим. Так, смотрите, есть сайты официальные производителя. Asus Zen Wi-Fi BT8 и BT10. Буду рассматривать BT10, BT8, в принципе одинаковые, только разница именно в скорости LAN и WAN портов, это то, что я вам говорил, да. Давайте мы посмотрим, что они тут заявляются именно по десятке. 550 квадратных метров, два узла, кстати, покрытие одинаковое у того и у того, поддержка 6 ГГц и Ethernet порты 10 гигабитные, ух ты, прикольно. Дальше. Сеть для искусственного интеллекта IOT, поддержка VPN, родительский контроль, и тут пошло уже. Трехдиапазонный роутер Wi-Fi 7 до 18 гигабит в секунду с поддержкой диапазона 6 ГГц, технологии MLO и 4K CAM. Хорошо, дальше технология Smart iMesh, конечно же Smart iMesh, это iMesh
8 внутренних антенн и 10 мощных интерфейсных модулей. Красиво, конечно, умеют завуалировать маркетологи. До 3 SSID, а так вообще, конечно, его позиционируют очень-очень круто. Тут очень много всего расписали, красиво показали. И действительно, ой, смотри, это прям вот Zen Wi-Fi. Так, Wi-Fi 7 до 18, опять повторяются, то есть повторяются. 18 тысяч мегабит, в 2,4 раза быстрее, с каналом 320 МГц и 4К кам. Хорошо, ладно, согласен. Есть у нас агрегация, все как бы красиво описывают, больше... слушайте, Smart iMesh на основе искусственного интеллекта. А что нам дает искусственный интеллект? Он знаете, что делает? Он автоматически объединяет разные частотные диапазоны или переключается между ними для оптимизации продуктивности и уменьшения загрузок. Вот это, кстати, очень прикольно. Интеллектуальная поддержка МЛО и функциональное решение. Есть управление через приложение. А вот теперь смотрите, как он выглядит внутри. У нас есть вот такой вот крутой радиатор охлаждения, хорошо. На 17% мощнее процессор, на 17% от чего? Ну и ланы, ваны мы с вами посмотрим на распаковке. Поддержка мобильных модемов 4G и 5G. Это тоже очень хорошо. И тут уже пошло iProtection, безопасность, NordVPN, Surfshark поддерживается. Дофига всего. Сегментация сети. Слушайте, давайте в характеристики пойдем. Вот много чего расписали, все красиво. Поддержка 802.11be у нас, смотрите, в 6 ГГц. 6 ГГц до 11 гигабит. Схема MU и MIMO на 2.4, 2 на 2. Ну 2.4 вообще, я не знаю. В таком роутере я бы уже ее упразднил бы или тупо отмел бы на сеть IOT для устройств умного дома. 5 ГГц 4 на 4, 6 ГГц 4 на 4. 2 гигагерцовый 4-ядерный процессор, 2 гигабайта памяти флеша 256, ну конечно же FDMA и различные технологии. Слушайте, надо уже его включать и тестировать на скорость. Очень интересно. Но если посмотреть на 2,5 гигабитный, мы примерно получаем то же самое, абсолютно одинаковые роутеры, только лишь 2,5 гигабитная сеть, у нас сами ланы, ваны, да, то есть они 2,5 гигабитные порты. Все то же самое, такие же искусственно-интеллектуальные соединения, такие же антенки, все то же самое, абсолютно. Я даже рассматривать не буду, то есть разница только в портах. Ну что, посмотрели? Интересная балалайка. У нас сейчас по тестам. Тесты будут интересные в том плане, что у нас сейчас подключено 10 гигабит LAN. WAN мы тестируем самую максимальную версию и проверяем сразу и WAN, и LAN. При этом LAN соединен с WAN на втором устройстве и LAN подсоединено к нему компьютер. То есть у нас такая проверка всех портов на 10 гигабитность. Стартуем, видим здесь сейчас там 6, ну, во-первых, винда достаточно плохо переваривает 10 гигабит, но 7,8, 7,6 мы спокойно получаем. Максимально, что получал, 8,5, 8,6 спокойно работало. Ну, ребят, это 10-гигабитный роутер. Десятка. И тут уже не в самом роутере дело, а дело в самой винде. И если суммировать, допустим, если подключить еще одну десятку и сервер еще один дополнительный, то мы десятку получим с вами железно. Хорошо, с этим все отлично. А теперь следующий момент. У нас вы сейчас видите Connect. Мы проверяем с вами Wi-Fi 6 ГГц, 320 МГц. Вы видите, у нас сейчас подключение Wi-Fi. С коннектом 5764, фактически у нас 5188, 6 ГГц. Все та же сетка Asus 10, подчеркивание 6G. Мы все сделали. Ну, мы еще посмотрим с вами эти все настройки. На W3A, на WPA3, у нас на VPA 3 типа безопасности, то есть мы сейчас на нем должны проверить с вами скорость. При канальной скорости, грубо говоря, больше 5 гигабит, фактическая, теоретическая на одно устройство может составлять примерно 3,2, 3,6, 3,7, это факт. Но то, что он это может, это тоже факт. Давайте стартуем, обновляем, стартанули. Ого-го-го-го, 4 в пике, 4,2 было в пике, давай, 3,7, 3,5. Да, держу пальчики, ну 4,2 было в пике. 4,2 гигабита по Wi-Fi 6 ГГц, 320 МГц на загрузку. Сейчас на выгрузку на выгрузку было 5 в пике. 5,2 было в пике и упало до 3,2. Ну, ребят, это факт.
Это факт. Это факт. 3.6 на 3.2. По Wi-Fi просто какой-то нереальный трындец. Я вам серьезно говорю. Аж эмоции зашкаливают. Потому что но до этого нам трудно было реализовать. Обычно там приезжали какие-то роутеры других, например, производителей. Там был один 10-гигабитный порт, остальные 2,5. И ты как-то там начинаешь что-то мучить, мудрить, как этот сервер создать. А здесь мы с вами создали сервер, который, ну реально, не верите? Давайте еще разочек мы проведем этот тест. Давайте, готовы? Раз, два, три. То есть мы стартанули с вами и 4.3 поднялось и падает 3.3. 3-4. Фу-фу-фу. 3.440. А ну, в пике 5 было в пике. И на отдачу, ну, грубо, те же самые цифры. Слушайте, это нереально. Это вообще крутотень какая-то. Это какая-то хреновая крутотень. 3.4 на 3, 355. Вообще просто топ. Хорошо, с этим все понятно. Давайте мы попробуем 5 ГГц. Но 5 ГГц мы уже будем пробовать на смартфоне. Объясню почему. Потому что мы должны будем с вами пойти и потестировать покрытие. То есть вот эти вот самые максимальные цифры, вы же понимаете, да, мы какие-то максимальные цифры получили. Я сейчас включаю запись экрана своего смартфона. Лиса, бери камеру. Так, смотрим подключение, видим 2882 у нас мегабита подключения, это на 5 гигагерцах, не путайте. Сразу же проверяем базовую скорость возле роутера и получаем здесь там ни много ни мало 1.2, 1.3, 1.8, тут ни хрена себе. 1.8 гигабит на Wi-Fi на смартфоне, кто видел, там пиковое было 100%, 1.6, ну, 1.679. Сейчас пойдем с вами гулять. 1.7 на 1 и ни хрена себе сколько. Хорошая цифра. Да ну я в шоке, я тебе честно говорю. Я просто в шоке. 1.7. Все, пошли погуляем чуть-чуть. Бери смартфон. Лиса, включай свет. Или подожди, мы сейчас отошли. Это у нас студия 160 квадратов. То есть мы стоим сейчас, чтобы вы понимали, где-то. Да далеко мы стоим. Там у нас в другой комнате, там наша другая студия. И тут у нас держит сейчас сеть 1.2, 1.3. Как тестировать покрытие? Здесь мы вообще законнектили второй шлюз просто через Wi-Fi. То есть он стоит у нас здесь как второй шлюз. Мы можем опять тестировать. И имеем здесь 1.3. Как его разнести, если вот эта штука способна покрыть 550 квадратных метров? Я вот запустил еще раз и получаю приблизительно такой же результат. Тут где-то вот 1.2, 1.4, 1.5. То есть, ребят, покрытие у этой штуки просто нереальное. 2.4 вообще нет смысла тестировать. Ну, вот именно на покрытие. Мы сейчас, конечно же, протестируем его базу. Ну, 1.1 гигабита. 1.1 гигабита на 1.1. Честно, покрытие этого роутера мне нравится. При том, что мы сейчас в зоне действия вот этой вот штуки конкретно. Вот она, да, такая симпатичная. Весь этот меш, он... это классная тема. Это классная. Все, пошли. Возвращаемся. Слушайте, это все, конечно, очень красиво. Действительно очень красиво. Давайте подключаем просто 2.4. Коннект у нас 309 мегабит базовый. И проводим тот же самый тест. Давайте стартуем. И здесь у нас, ну, вполне стандартный показатель, почти 100 мегабит, даже больше немножко. 105, 106, 110, ну это 2.4. При том, что у данного роутера есть еще сети IOT, есть еще сети там, допустим, гостевые. А давай USB 3 нам какой-нибудь этот воткнем в него, а у нас воткнут, да? Все, 107 на 62, все отлично. Давайте посмотрим теперь. У нас же есть еще что попроверять на скорость. Так, ну и дальше у нас, знаете что? У нас же есть еще Samba диск. Ну, допустим, тот же самый медиасервер, в USB приложениях Samba диск.
Мы его подключили. Мы видим вверху адресочек 192.168.51. И давайте скопируем какой-нибудь большой файлик. Копируем для того, чтобы понять, с какой скоростью он копируется. 70 мегабайт в секунду. Тут очень много все зависит. От многого зависит. Максимально, что я видел, до 100 мегабайт в секунду. Тут 70 сейчас показывает. От самого переходника, который вы используете, от типа носителя, у меня подключено, но сейчас я выткну USB разветвитель. Я к нему подключал USB разветвитель для того, чтобы подключить 4G модем. Воткнули. Все, вроде бы сейчас посмотрим. Еще раз пробуем скопировать напрямую без разветвителя. Нет, все те же самые, там 63, 64, при том, что это NVMe диск, у которого скорость порядка там 1500 мегабайт в секунду. Копирует 60-70. Но тут мы показываем правду без всяких там вариантов того, что мы что-то можем придумать. Нет. Давайте теперь посмотрим, что же нам предлагает сам по себе интерфейс в карте сети. Мы видим, что у нас сейчас подключен интернет. Все нормально вроде бы. Давайте сразу узлы mesh. Вот у нас подключен еще узел mesh дополнительный в мультилинке. На секундочку. Он поддерживает MLO. То есть чем интересный Wi-Fi 7, вот Wi-Fi 7 такая система. Мультилинк, ты подключился, это не просто там, как раньше использовали там у нас, например, там смарт-сеть, у которой есть 2,4, 5, максимум 6 ГГц, оно между ними переключается. Если ваш смартфон поддерживает, допустим, мультилинк, либо ваше устройство поддерживает мультилинк Wi-Fi 7, то он будет работать сразу в нескольких диапазонах, например, 5 плюс 6, и это будет отлично, либо 2,4 плюс 5. Вот он, пожалуйста, iMesh в мультилинке. Шикарно, слушайте. Вообще отлично. То есть скорость между двумя узлами по Wi-Fi будет суммироваться в разных диапазонах. То есть и конечное устройство тоже. Вот именно, в принципе, с этим и была связана скорость сети такая, да, на удалении там на нашем огромном офисе. В разделе «Сеть» мы видим, у нас здесь управление Wi-Fi сетями, есть 6 ГГц, 5 ГГц, 2,4, есть еще IOT 7, которая поддерживает 2,4 и 5 ГГц, есть еще мультилинк сеть, вот, пожалуйста, где у нас есть 2,4, 5 и 6 ГГц с поддержкой WPA3 Personal, персональный. Есть у нас расписание Wi-Fi, можем включать сюда AdGuard, то есть вообще после того, как изменили интерфейсы, свои Asus VRT, вот именно Asus изменила свой интерфейс, мне очень сильно понравилось. При том, что, смотрите, вы можете в сеть включать дополнительные бенды, да, то есть какие-то. Но после, это, знаете, это уже такой смарт сеть. То есть вы захотели, например, в Asus 10G добавить 2,4 ГГц, и это будет у вас смарт-сеть 6 плюс 2,4, и оно тогда удалит вот эту вот Asus 2,4 ГГц простую. Либо добавить туда 5 ГГц. Оно тоже удалит 5 ГГц и сделает из Asus 10.6G смарт-сеть. То есть в зависимости от того, какой ваш телефон, или ваше устройство поддержит максимальную частоту, оно будет над нее и подключать. Вообще, слушайте, так топово сделали. Ну, это топ-устройство. Это топ-устройство, где можно включать, выключать. При этом можно... Ух ты, поскольку максимально... сети MLO, понятно. Здесь можно еще MLO управлять внутри. Слушайте, вообще отлично. AI Protection. Стандартная плюшка от Trend Micro и Asus в коллаборации, где есть блокировка вредоносных сайтов, двухсторонний IPS, обнаружение, блокировка зараженных устройств. Отличная штука для тех, кто использует, действительно, особенно для дома, для какого-то малого офиса, отличная тема. Родительский контроль. Фильтры сайтов и приложений. Классная тема, сразу говорю. Особенно если у вас есть дети. Пожалуйста, вы можете отдельно блокировать контент для взрослых, при этом различные варианты контента для взрослых, интернет-мессенджеры и сети, можете интернет-телефонию, мессенджеры, соцсети, блоги, мобильные ресурсы, пиринговые сети, передача файлов и мультимедийный контент. Очень подходит для тех, кто, допустим, в Европе, пиринговые сети, передача файлов, для того, чтобы не напороться на штраф, запретили для всех, отлично. Работа по расписанию, и также есть AdGuard, DNS для избежания, допустим, трекинга, для избежания взрослого контента, и рекламу убирает он еще. Родительский контроль, вы поняли. Адаптивный QoS, анализатор трафика и USB приложение. В USB приложении у вас здесь есть огромное количество разных приколов. iDisk — это организация общего доступа к файлам на USB накопителе через интернет. Это классный сервер. И там есть еще дополнительное облачное хранилище. За дополнительную плату вы можете бэкапиться на сервера Asus.
Файл-сервер, здесь все достаточно просто. Есть у нас медиа-сервер, плюс iTunes сервер, есть сетевое окружение Samba и общие ресурсы FTP для тех, кто понимает, о чем идет речь. Поддержка сервера печати можно организовать, 3G, 4G, ну там они заявляют на сайте 5G модемы, Time Machine для любителей Apple техники и Download Master. Download Master — это торрент-качалка, используется в определенных кругах, ну там давайте так, я не буду сильно распространяться на эту тему, используйте как хотите. iCloud, ну вот это все относится, допустим, в разделе USB приложений, вот этот вот iDisk, iCloud, это когда вы можете включить доступ к USB накопителю через интернет и включать сетевое окружение Samba для удаленного подключения тоже из внешнего мира, да, и плюс у нас есть еще и бэкапинг. Беспроводные сети мы с вами уже рассмотрели, кроме того, что здесь есть 160 МГц в 5 ГГц диапазоне, 320 МГц отдельные в 6 ГГц, и у нас тут есть еще, смотрите, каналы от 36 до 100, до 140 в 5 ГГц диапазоне и каналы от 5 до 85 в 6 ГГц. В 2,4 ГГц все стабильно, стандартно, можно играться как хотите. Есть поддержка WPS, WDS, настройка радиус, профессиональные, конечно же, настройки, список блокировки перемещения, это все касаемо между узлами Mesh, можно, допустим, блокировать узлы, которые будут перемещаться в дальнюю комнату, чтобы они переключались, либо в дальнее какое-то помещение. Есть у нас MLO, это многосвязочная операция, то есть это Multi-Link Connection, которая повышает якобы качество беспроводного соединения, ну, такое себе, не беспроводное соединение. На нем мы не тестируем те же самые результаты, там в 3 с чем-то гигабита мы получаем 5 гигабит, 5,7 вы не получите, сразу говорю. Дальше, локальное приложение, здесь у нас локальная сеть, есть DHCP серверы, маршруты, IPTV-шечка поддерживается и управление коммутатором, здесь вы можете включить или отключить Jumbo Frame, привязка агрегирования каналов, здесь уже совсем все по-интересному, вы можете агрегировать по 802.3 AD, LAN 2 и LAN 3 роутера. Объясню, если у вас, например, есть NAS сервер какой-то, вот у меня был, например, TerraMaster там с 2 десятками, вы можете сделать LAN 2, LAN 3, агрегировать и получить тотальную скорость выше, чем базовая скорость. Вот давайте вот таким вот образом говорить. Теперь интернет. Есть у нас автоматический IP, статический, PPPoE, PPTP, L2TP. Дальше. Это все только начало. Есть двойной WAN. При этом двойной WAN мы можем с вами включать для WAN LAN 1, для WAN LAN 2 10 гигабит и спаривать его. Ну, допустим, мы можем WAN LAN 1 и Ethernet LAN сделать. И у нас будет 2 10-гигабитных LAN, как две сетки в балансировке нагрузки, например. У нас нет 802.3 AD для ванов. Есть для ланов, а для ванов нет. То есть мы можем сделать балансировку нагрузки 2 10-гигабитных сетки. И это будет, ну, прикиньте, часть у нас идет через одну, часть другую, а есть уже узлы, которые поддерживают на балансировке нагрузки через разных провайдеров суммирование трафика. Такое мы тоже уже встречаем. Это очень сейчас пока не распространено, но уже есть такое. Дальше у нас есть переключатель портов, переадресация портов, демилитаризованные зоны, DDNS, поддержка и поддержка, конечно же, NAT pass-through, проброс при этом различных протоколов. Amazon Alexa нам не очень интересен, IPv6 поддержка есть. По VPN все сейчас у Asus все классно, есть из серверов PPTP поддержка, OpenVPN, IPsec и WireGuard. На секундочку. VPN Fusion есть, можно добавлять профили, все, что хотите делать. И есть Instant Guard поддержка. То есть это позволяет создавать VPN-туннели, и все одним нажатием с помощью приложения Asus Router вы можете создавать VPN-туннели. То есть VPN все отлично. Есть стандартный брандмауэр с фильтром URL-адресов, ключевых слов и фильтров сетевых служб. Администрирование, в котором вы можете задать, ну, либо это будет iMesh, либо режим точки доступа. В системе вы можете настраивать дату, время, включать Telnet, включить SSH доступ, обновлять, допустим, те же самые прошивки и управлять устройствами по типу заводские настройки, сохранение настроек, восстановление настроек. И, конечно же, сетевые утилиты по типу Ping, Traceroute, NS Lookup, NetStat. Есть у нас Wake on LAN и правила Smart Connect. Больше здесь, в принципе, смотреть-то нечего. Mesh-сеть крутая. Он практически не загружен, как бы мы его там не загружали, не тестировали. Очень интересный Mesh-роутер. Ну, вообще и тот, поэтому переходим и делаем выводы.
В качестве выводов скажу, есть отрицательные моменты. Для меня чуть-чуть низковата скорость закачки с SSD. 70 мегабайт на секунду, 70 мегабайт в секунду, да, это 600 мегабит, этого хватит для буквально любых действий. Но на 10 гигабитных роутерах могли бы уже сделать чего-нибудь поинтереснее. Тут уж чисто моя придирчивость. А уже там решать вам. Я думаю, что те, кто покупают такие роутеры, они не морочатся сильно со скоростью SSD-шника и вообще его сюда не подключают. Мы рекомендуем, конечно же, крутые роутеры. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.